Всем привет, ребята! Рад снова вас видеть на своем канале. Сегодня у нас новое видео по Whiteout Survival, где я подробно расскажу, как максимально эффективно прокачивать снаряжение ваших героев, какие материалы собирать и на что необходимо тратить ваши ресурсы, чтобы ваш основной марш имел хорошие показатели в игре. Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно заходите. Там я выкладываю эксклюзивные таблицы, советы и лайфхаки, которые не попадают в видео. И, конечно же, подарочные сертификаты от администрации. Куда же без них? Я стараюсь максимально оперативно для вас их выкладывать. И маленькое напоминание. У нас с вами скоро будет розыгрыш 5 сертификатов по 499 ледяных звезд. Как только мы с вами наберем 3000 подписчиков на YouTube-канале, я разыграю их среди подписчиков канала. Так что следите за обновлениями и не пропустите шанс. Осталось всего лишь 150 человек до старта розыгрыша. А теперь, если вы готовы грамотно прокачивать свое снаряжение героев, давайте начинать. Извините за красный экран на мониторе. Сейчас проходит в моем альянсе мероприятие «Безумный Джо», но я уже успел поучаствовать в своем фермерском альянсе. И теперь давайте начнем. Если вы пропустили мой первый ролик про основы улучшения снаряжения героев, то ссылка у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. Но давайте кратко освежим основы улучшения. На сегодняшний день у нас есть 4 вида снаряжения. Это очки и сапоги, которые влияют на смертоносный солдат, и перчатки и пояс, которые повышают здоровье солдат. Именно эти характеристики ключевые при прокачке. Фактически, у нас есть две главные диагонали – это смертоносность и здоровье. Снаряжение делится на 6 классификаций по цвету и редкости. Обычно у нас идет серого цвета, необычно идет зеленого цвета, редко идет синего цвета и великое идет фиолетового цвета. Такое снаряжение можно получить в освоении, где вы получаете сталь и с определенным процентным шансом вы можете получить фрагменты снаряжения. Помимо этого вы можете их получить за битвы на арене и выполняя миссии на маяке. Но главная цель у вас – это мифическое, золотое и легендарное красное снаряжение героев. Именно оно идет в приоритете прокачки. И первый наш шаг на старте игры – это поиск мифического снаряжения героев, выполняя определенные миссии в освоении. Второй вариант – это покупать ящики в магазине арены, а именно ящики с мифическим снаряжением героев станут вашей основной покупкой на начальном этапе игры в данном магазине. И следующий вариант – это через ящики со случайным снаряжением героев. В данных ящиках есть небольшой шанс получить мифическое снаряжение, которое вы сейчас видите на экране. Эти ящики вы можете получить в лабиринте, литейной, ловушке на медведя и других мероприятиях. И тут хочу вам дать совет. Лучше их открывайте партиями, по 50 штук. Кто-то купит 200, кто-то 100, кто-то открывает сразу, но выбор в любом случае остается за вами. Я бы вам советовал все-таки открывать по 50. На начальном этапе вы можете улучшать ваше великое снаряжение, а при первой же возможности заменить его на мифическое. Главная задача – добыть мифическое снаряжение для ваших основных героев. Теперь давайте разбираться, как и каким материалом лучше улучшать наше мифическое и легендарное снаряжение. Первое, что нужно понимать, легендарное снаряжение нельзя получить ни донатом, ни в игре напрямую. Его можно создать только на основе прокачки мифического снаряжения героев. Помимо самого снаряжения нам понадобятся компоненты усиления опыта, эссенция и на некоторых этапах дополнительное мифическое снаряжение. Без этого прокачка невозможна. Теперь давайте с вами произведем прокачку снаряжения с помощью опыта. Для этого нам необходимо другое снаряжение более низкого уровня и гайки. Опыт вам предоставляется следующий. За серые вещи плюс 10 опыта, за зеленые плюс 30 опыта, за синие плюс 60 опыта и фиолетовый плюс 150 опыта. Касательно гаек, зеленый вам предоставляет 10 опыта, а фиолетовый предоставляет вам 100 опыта. На начальном этапе ваша цель прокачать снаряжение до 100 уровня. Для этого вам будет необходимо более 200 тысяч очков опыта. Каждый уровень увеличивает основные характеристики. Вы можете следить за ними в соответствующем меню. Если вы думали, что после 100 уровня можно сразу сделать снаряжение легендарным, спешу вас разочаровать. Нам еще необходимо будет довести мифическое снаряжение до 10 уровня мастерства, используя камни эссенции. Мастерство доступно после того, как снаряжение достигло 20 уровня с помощью компонентов опыта. Каждый уровень мастерства повышает характеристики. На первый уровень вам предоставляется плюс 10% текущей статистики, на втором уровне плюс 20% и так вплоть до 20 уровня, который вам повышает показатели до 200%. После 100 уровня улучшения и 10 уровня мастерства вы можете перековать мифическое снаряжение в легендарное. Цена – 2 любых мифических снаряжения. И сразу хочу заметить, после перековки сброс уровня уже невозможен. И вот мы с вами получили легендарное снаряжение. Касательно улучшения легендарного снаряжения, то тут совсем все иначе. В целом, она похожа на обычную, но требует гораздо больше компонентов опыта. Помимо этого, переход на каждый 20 уровень, 20, 40, 60, 80 и 100, требует мифрил. Помимо этого, вам необходимо будет дополнительно мифическое снаряжение для улучшения уровня в этом меню и в этом. В целом, улучшение легендарного снаряжения героев схожее на обычную, но она требует гораздо больше компонентов опыта. Помимо этого,
Переход через каждый уровень на 20, 40, 60 и 80 требует мифрил. Помимо улучшения за мифрил, вам необходимо будет еще дополнительно мифическое снаряжение. Ну и не забываем, что необходимо будет улучшать определенный уровень мастерства. Всю детальную информацию по ресурсам и уровням мастерства я оставлю в таблице на своем телеграм-канале. На каждом 20 уровне вы также получаете вспомогательные характеристики, которые полезны для освоения или экспедиции. Друзья, на этом этапе многих игроков сбивают с толку вторичные характеристики. Очень часто внимание уходит на бонусы укрепления, которые дают прибавку к экспедиции или освоению. Но важно помнить, эти бонусы появляются только на каждом 20 уровне. А вот такие параметры, как смертоносность и здоровье, продолжают расти абсолютно на каждом уровне улучшения. И именно они один из самых сложных и дорогих в прокачке. Поэтому если у вас стоит вопрос прокачать одно снаряжение на 60 уровень, либо два снаряжения на 40, всегда считайте выгоду. Гораздо эффективнее вложить ресурсы так, чтобы была возможность прокачать два снаряжения, так как расход ресурсов меньше, а итоговая польза будет у вас больше. А теперь давайте с вами обсудим, какое снаряжение имеет приоритет. У пехоты это защита и здоровье. И качать нам необходимо перчатки и пояс. У копейщиков и стрелков это атака и смертоносность. Качаем очки и ботинки. Игроки называют это нужными диагоналями. Именно их необходимо улучшать на максимум, чтобы получать реальный эффект от прокачки. А что же нам с вами необходимо делать со снаряжением, которое не входит в ваши нужные диагонали? На менее приоритетное снаряжение не стоит сильно тратить ресурсы. Достаточно будет прокачать его до 50-80 уровня, мастерству до 5-6 уровня. Обычно в эти предметы вкладывают опыт только тогда, когда основные диагонали уже на максимуме. Если понадобится, можно зайти в меню перековки и обнулить снаряжение, чтобы перераспределить ресурсы. Теперь давайте обсудим, сколько комплектов снаряжения действительно необходимо улучшать. Если вы слабо донатите, либо вовсе не тратите деньги на игру, оптимальный вариант только 3 комплекта. Один для пехоты, один для стрелков и один для копейщиков. Такой подход значительно повышает показатели основного марша, а прокачка снаряжения идет быстрее, так как ресурсы тратятся только на основные 3 комплекта. Помимо этого есть альтернатива для фанатов арены. Если вы любите арену и топовые позиции, можно равномерно улучшать 5 комплектов. 2 для пехоты, 2 для стрелков и 1 для копейщиков. Но есть минус. Ваш основной марш и показатели в экспедиции Медведя, Литейна и СВС будут слабее. Лично я выбрал первый вариант. Набор из 3 комплектов. Да, на арене я иногда не попадаю в топ-100, потому что сервер у меня очень конкурентоспособный. Но для меня приоритет PvP вариации и основной марш. Поэтому я советую поступать так же. Если у вас донат минимальный, то улучшайте только 3 комплекта. 1 на пехоту, 1 на копейщиков и 1 на стрелков. Сейчас на съемке видео вы видите, что мои менее приоритетные диагонали не улучшены. Можете на это не обращать внимания. После окончания видео я использую персональные сундуки военной речевки для того, чтобы пополнить свои запасы. И вот мы подошли с вами к одному из важных моментов Whiteout Survival – последовательность прокачки снаряжения у героев. И тут мы с вами начнем с самого главного – это пехоты. Почему именно они? Все просто. Пехотинцы – это наши стены на поле боя. Их задача выживать как можно дольше. И поэтому в первую очередь мы качаем их диагональ здоровья, перчатки и пояс. Без этого ваша армия будет падать слишком быстро. На втором и третьем месте все не так очевидно. Ориентировочно до 5-6 поколения героев у нас идет классика. На втором месте у нас идут стрелки, а на третьем месте у нас идут копейщики. Но, как многие из вас уже знают из прошлых моих роликов, на 5-6 поколении героев происходит рокировка. Теперь на второе место у нас выходят копейщики. Ведь именно они начинают наносить основной урон. А как вы видите, нужные диагонали у стрелков я не прокачиваю уже несколько месяцев. Как вы все прекрасно понимаете, у копейщиков и у стрелков ключевая диагональ – это смертоносность. В нашем случае это очки и сапоги. Теперь я вам расскажу, как прокачивал я. Первым я взял героя пехоты и вывел перчатки до легендарного уровня, для того, чтобы получить бонус защита пехоты плюс 20% к экспедиции. Затем я перешел к стрелку и сделал легендарными очки, для того, чтобы получить бонус плюс 20% в экспедиции на атаку стрелков. И после этого я уже занялся копейщиками. Когда у всех героев было по одному легендарному предмету, я вернулся и добивал второе из нужной диагонали, в той же последовательности. Начинал с пехоты, улучшив пояс пехоты, затем занялся лучниками, улучшив сапоги лучника, и затем уже занялся копейщиками в самом конце. Но на этом все еще не заканчивается. Когда ваше снаряжение становится легендарным, не забывайте про баланс улучшения и мастерства. Если вы сделали одно снаряжение 13 уровня мастерства, то и второе в этой диагонали должно быть тоже у вас 13 уровня. Только так вы получите максимально эффективный результат. А касательно последовательности мы уже с вами обсудили. Изначально идет пехота, затем стрелки и потом уже копейщики. Но опять же, все зависит от поколения, в котором вы играете.
Следующее, что я хочу с вами обсудить, это перековка, которая находится в правом нижнем углу экрана сейчас у меня. Ее еще называют обнуление снаряжения. Самое важное правило – перековать можно любое снаряжение, кроме легендарного. Если вещь уже улучшена хотя бы на первый уровень красного, обнулить вы ее больше не сможете. Теперь давайте с вами обсудим виды перековки. Первый вид – это обнуление опыта. Вы можете сбросить абсолютно любой первый, 20 либо даже 100 уровень. И главное, вы получите полную компенсацию опыта в виде шестеренок. Плюс 10 опыта за каждую. Но есть нюанс. Одна бесплатная перековка в сутки на одно снаряжение. Повторная перековка этого же предмета вам будет уже стоить 100 алмазов, как вы сейчас видите на экране. То есть опыт вы не потеряете, и это очень удобно. Если ваш предмет уже на максимуме для текущего этапа, можно временно качнуть другое снаряжение, а потом вернуть опыт назад и усилить основной комплект. При этом уровень мастерства, эссенции имею в виду, при такой перековке остается без изменений. А второй вид – это обнуление мастерства. И вот тут уже есть минусы. За сброс вы получаете только 50% потраченных материалов. Пример. Вы сделали третий уровень мастерства и потратили на это 60 камней эссенции. 10, 20 и 30 получается за 3 уровня. При перековке вернется только 30. Остальное, к сожалению, будет потеряно. Поэтому всегда подходите к улучшению снаряжения героев с умом. Улучшайте только те компоненты, которые действительно нужны, так как вам необходимо избежать неприятных потерь, и вы сможете максимально эффективно прокачивать свое снаряжение. И теперь давайте с вами обсудим материалы для прокачки снаряжения. Давайте разложим все по полочкам. Гайки, камни эссенции и мифрил. Камни эссенции – это самый стабильный ресурс в игре. Данный ресурс вы можете получать через день в мероприятии «Ловушка медведя». А с новым экспертом Сирилой добывать их стало еще проще. Поэтому мой совет – не тратьте алмазы и жетоны на покупку камней в магазинах. Количество нужно большое, да, я это прекрасно понимаю, но эти камни добываются постоянно, в отличие от других материалов. Касательно гаек, то они тоже добываются с медведя. Помимо этого, обязательно покупайте по возможности в магазинах Литейной, Каньона и Лабиринта данный ресурс. Иногда он падает из маяка, а новый эксперт Агнес дает больше заданий и, соответственно, больше шансов у вас выбить данный ресурс. И, конечно же, не стоит забывать про грузовики в тундре. Там часто попадаются и гайки, и камни эссенции. Например, у меня сейчас выходит по 4-8 гаек и 5 камней эссенции с одного грузовика. Да, я прекрасно понимаю, что необходимо потратить определенное количество алмазов, но в целом это хорошие цифры, и возить этот ресурс обязательно необходимо в данном мероприятии. Конечно же, не забываем про сундуки с лабиринта, за убийство 8 уровня поляра, за чемпионат Альянса, новые сундуки от экспертов и сундуки со случайным снаряжением героев. Они есть почти во всех ивентах. Именно в этих аспектах игры вы можете получать небольшое количество камней эссенции и компоненты усиления опыта. И самый основной ресурс – это мифрил. А вот это уже отдельная история. Это самый редкий ресурс в игре, и его всегда не хватает. Его можете получить с недавнего времени каждую неделю в лабиринте. Это самая основная покупка в текущем магазине. Помимо этого, вы его можете получить в магазине арены. Но будет все зависеть от количества жетонов, которые вы получаете. Помимо этого, с недавнего времени эксперт Хольгер помогает зарабатывать больше жетонов. Значит, и мифрила можно будет купить больше. Не забываем, конечно же, про мероприятие Драконий Тиран. Там мифрил можно получить за задания, за очки в битве и даже за правильные предсказания исходов. И как я поверхностно посмотрел мероприятие Лига бойцов Тундры, которое у нас будет в ближайшее время с вами, там тоже можно будет получить мифрил. И, конечно же, мифрил появляется в магазинах, когда происходит мероприятие от администрации. По итогу, что мы с вами имеем? Камни эссенции фармим стабильно, гайки добываем по всем возможным источникам, а мифрил бережем и используем грамотно. Вот мы и подошли к концу обсуждения прокачки снаряжения героев. Надеюсь, теперь вам стало понятно, какие предметы качать в первую очередь, где собирать гайки, эссенцию и мифрил, как максимально эффективно прокачивать ваши диагонали здоровья и смертоносности. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там я оставляю все полезные таблицы в игре, в том числе и для снаряжения героев, которые я вывожу прямо сейчас для вас. И, конечно же, следите за розыгрышем. 5 сертификатов по 499 ледяных звезд будут разыграны, как только мы наберем 3000 подписчиков на YouTube-канале. Это отличная возможность прокачать в том числе и снаряжение своих героев еще быстрее. Спасибо, что смотрите видео, ставьте лайк, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Мне важно знать, какие лайфхаки и темы вам интересны. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.